Привет, друзья! В Германии сегодня официально начался процесс масштабных изменений в системе социальной поддержки. В марте 2026 года Бундестаг сделал важный шаг, проголосовав за реформу пособия Bürgergeld. Это решение не просто корректировка закона, а серьезный пересмотр подхода к взаимодействию государства и получателей помощи. Теперь основной акцент смещается с безусловной поддержки на более быстрое возвращение человека в экономическую активность. Стратегия активации трудовых ресурсов, при которой получение помощи напрямую связано с готовностью к трудоустройству. Давайте сейчас заглянем в цифры, за которыми стоит заметное политическое расхождение. В Берлине во время поименного голосования законопроект поддержали 321 народный депутат, а 268 высказались против. Такой разрыв, то есть в 53 голоса, показывает, что в парламенте нет полного согласия. Правящая коалиция, состоявшая, напомню, из консервативного блока ХДС, ХСС и социал-демократов СДПГ, выбрала более прагматичный курс. Почему это происходит именно сейчас? Если сравнить, например, ситуацию с 2023 или 2024 годом, можно увидеть, что модель более мягкой поддержки Bürgergeld, предложенная ранее при участии партии «Зеленых», столкнулась с бюджетными ограничениями. Экономика Германии, вы знаете, переживает период слабого роста, и содержание более 5,5 миллионов получателей этого пособия стало серьезной нагрузкой для бюджета. Оппозиция сейчас, в свою очередь, считает, что такие изменения могут усилить административную нагрузку, но не полностью решают проблему нехватки квалифицированных кадров. Теперь судьба реформы зависит от Бундесрата, представительства федеральных земель Германии. И здесь возникает ключевой вопрос. В немецкой политической системе существует понятие «организационный дефицит». То есть земли указывают, что на местах может не хватать именно сотрудников джоб-центр для реализации всех новых процедур и требований, прописанных в законе. Власти сегодня планируют запустить новые правила уже буквально летом 2026 года, однако часть экспертов относится к этим срокам с осторожностью. Между принятием закона в Берлине и его, скажем так, практической реализацией в городах вроде Мюнхена или Лейпцига может возникнуть временный разрыв. Более того, ряд земель настаивают на дополнительном финансировании из федерального бюджета для покрытия административных расходов. Поэтому вопрос о том, насколько быстро система заработает в полном объеме, пока остается открытым. Мы с вами наблюдаем начало сложного такого процесса, где политические решения сталкиваются с практическими возможностями их реализации. Новая система социальной защиты вводит возможность существенного ограничения выплат при системных вами нарушениях. В основе этой реформы лежит заметное изменение критериев того, какая работа считается для человека подходящей. Если, например, раньше квалифицированный специалист мог на законных основаниях отклонить вакансию, не соответствующую его диплому или опыту, то теперь правила меняются. Закон обязывает получателя пособия рассматривать практически любой легальный труд, до которого можно добраться на общественном транспорте. Теперь отказ по причине несоответствия квалификации может запускать механизм снижения ваших выплат. Если разобрать систему санкций, картина выглядит достаточно жестко. Базовая ставка на одного взрослого, так называемый стандартный размер выплат, составляет, напомню, 563 евро. Первое нарушение, например, пропущенный визит в ведомство джоб-центр или отказ от предложенных курсов, может привести к снижению выплаты на 30%. В этом случае сумма составит около 394 евро. Учитывая текущую инфляцию и расходы на оплату электричества, такой уровень дохода может серьезно ограничивать повседневные ваши расходы. При повторных нарушениях санкции могут еще сильнее усиливаться и в отдельных случаях доходит до полного приостановления выплат, то есть минус 100%, что ранее применялось значительно реже из-за судебных ограничений. Особое внимание уделяется и подтверждению нетрудоспособности.
Обычной справки от семейного врача в ряде случаев может быть сейчас недостаточно для освобождения от требований. Вводится обязательно государственная медицинская экспертиза. Чиновники планируют тщательнее вас проверять основания для длительного освобождения от работы, включая состояния, связанные с психическим и физическим здоровьем. При этом нагрузка на социальные суды, вероятно, увеличится, поскольку, как вы понимаете, подобные решения могут оспариваться. Вопрос также связан с предыдущими решениями Конституционного суда о гарантиях минимального уровня обеспечения. График внедрения этих мер, напомню, с 1 июля выглядит амбициозно. Главным препятствием, как я сказал, может стать именно техническая готовность систем в центрах занятости Джоб-центр. Новые механизмы должны отслеживать выполнение требований, однако многие процессы все еще частично зависят от ручной обработки и тех же бумажных документов. Это означает, что в первые месяцы возможны отдельные ошибки или задержки, которые потребуют дополнительного времени на исправление и в некоторых случаях даже рассмотрение через судебные процедуры. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то изначально ожидания от этой реформы были очень, скажем так, высокими. Во время предвыборной кампании, я напомню, блок консерваторов ХДС-ХСС активно продвигал идею о том, что переформатирование этой системы позволит сэкономить бюджету значительные суммы ежегодно. Казалось бы, логика простая: сокращение выплат должно снижать нагрузку на бюджет. Однако на практике ситуация оказалась еще более сложной. Свежие расчеты эксперта показывают, что прямая экономия от введения санкций может составить относительно небольшую величину. Это менее 0,2% от общего расхода на социальные нужды. Почему же так происходит? Во многом это связано с высокими расходами на административное сопровождение. Для применения санкций, я уже сказал, требуется участие сотрудников, проведение проверок, подготовка юридических обоснований и при необходимости защита решения в судах. В ряде случаев административные затраты оказываются сопоставимыми именно с объемом сэкономленных средств. Теперь же правительство мерно корректирует акценты, речь идет уже не столько о прямой экономии, сколько о косвенном эффекте. То есть основная цель – это усилить вовлечение получателей пособия в рынок труда. Логика строится на эффекте домино. При трудоустройстве человек перестает получать пособие и начинает участвовать в системе налоговых и социальных отчислений. Генеральный секретарь партии ХДС Христианско-демократического союза Карстен Линнеман в одном из телеэфиров также отметил, что точные финансовые показатели пока остаются предметом оценки. При этом он привел пример. Если около 100 тысяч человек из числа получателей пособий найдут стабильную работу, это может дать государству дополнительный финансовый эффект в размере от 1 до 3 миллиардов евро за счет снижения выплат и поступления социальных взносов. Интересно сравнить это и с ситуацией десятилетней давности. Тогда, напомню, Германия также пыталась ужесточить правила, и опыт показал, что санкции могут мотивировать лишь часть получателей. Для многих остаются другие барьеры, включая осторожность работодателей при найме возрастных сотрудников или людей с перерывами в стаже, так называемый структурный дефицит. Таким образом, результат реформы Мерца во многом зависит не только от политики самого государства, но и от готовности бизнеса интегрировать таких кандидатов в текущих экономических условиях. Сегодня канцлер Фридрих Мерц не стал дожидаться официальных пресс-релизов и вскоре после голосования обозначил позицию правительства. В своей социальной сети он заявил, цитата: «Каждый, кто способен трудиться, должен это делать. Это вопрос справедливости перед всем обществом». В политических кругах Берлина это связывает с возвращением к принципу обществу достижений, где социальное благо в большей степени связано именно с вашим личным вкладом. Однако по другую сторону политического спектра оценки отличаются.
Оппозиция, например, и в частности партия «Зеленых» воспринимает эти изменения как отход от прежнего курса. Депутат Тимон Дзенус критикует новые меры, считая их чрезмерно жесткими и указывая на возможное снижение уровня доверия между государством и гражданами. То есть, по сути, речь идет о пересмотре подхода к концепции социального доверия. Если раньше, например, государство стремилось выступать партнером для безработного, то теперь усиливается контрольная функция. Лидер левой партии Сёрен Пелман также выражает обеспокоенность, отмечая, что чрезмерное давление не всегда приводит к устойчивым результатам на рынке труда. По его мнению, в таких условиях часть людей может соглашаться на неформальную занятость вместо полноценного легального трудоустройства. Мы наблюдаем заметный сегодня пересмотр подходов, ведь система Бюргергельд, введенная, напомню, в январе 2023 года, изначально задумывалась как более мягкая альтернатива предыдущей модели Hartz-IV. Сложность ситуации еще в том, что программа, которая должна была давать людям больше времени именно на переобучение и поиск подходящей работы, просуществовала в первоначальном виде относительно недолго. Изначально акцент делался на долгосрочную квалификацию, а не только на тот быстрый выход на рынок труда. Однако экономические условия и бюджетные ограничения, как мы видим, привели к пересмотру приоритетов. Интересно также сравнить этот момент с реформами 20-летней давности. Тогда также ожидалось, что более строгие меры улучшат ситуацию, однако это сопровождалось именно расширением сектора низкооплачиваемой занятости. В текущих же условиях обсуждается риск повторения подобных эффектов, то есть при усилении давления на рынок труда может увеличиваться число людей именно с низкими доходами, которым все равно требуется дополнительная поддержка. Но на этом с политическими спорами и реформами в Бундестаге я предлагаю сейчас закончить и перейти к практическим юридическим ситуациям, с которыми получатели выплат могут столкнуться уже прямо сегодня. Если вы находитесь на обеспечении государства, важно учитывать, операции по банковскому счету могут проверяться уполномоченными органами. Центры занятости анализируют движение ваших средств, и особое внимание уделяется внесению наличных через банкомат. Многие сегодня считают, что личное накопление не требует каких-либо пояснений перед джоб-центром, однако в рамках проверки любой неидентифицированный взнос может рассматриваться как доход, если его происхождение не подтверждено. Показательным примером стала судебная ситуация в Берлине, завершившаяся еще в 2024 году. Тогда семейная пара, где муж подрабатывал барменом, а жена помощницей по хозяйству, получала доплаты от государства, поскольку их официального дохода было недостаточно. Такие получатели называются ауфштокер, это работающие получатели пособий. Вопрос возникает после того, как ведомство запросило банковские выписки в рамках плановой проверки. В отчете Земельного социального союза Берлина Бранденбурга указано, на счете мужчины регулярно появлялись суммы наличных, которые существенно превышали задекларированный доход. В подобных случаях применяется следующая логика. Если поступления не имеют документально подтвержденного источника, они могут быть квалифицированы как доход или финансовое поступление, подлежащее учету. То есть в результате ведомство вправе пересчитать размер ранее выплаченных пособий. Здесь важно понимать юридическую особенность. В Германии действует принцип, при котором получатель обязан подтвердить происхождение своих средств, поступающих на его счет. То есть речь идет не только о подтверждении уровня вашего дохода, но и о документальном объяснении отдельных поступлений. В рассмотренном случае суд поддержал позицию джоб-центра, указав, что регулярное внесение наличных требует дополнительного обоснования. Это создало практику, при которой внесение крупных сумм, например, без подтверждающих документов, может повлечь пересмотр выплат за предыдущие периоды. По сути, получатели пособий оказываются сегодня в ситуации повышенных требований к прозрачности финансовых своих операций. Если отсутствуют документы, подтверждающие, например, дарение или возврат долга, соответствующие суммы могут быть учтены при расчете вашего пособия. Это означает,
что даже обычные операции с наличными требуют внимательного отношения и документального подтверждения, чтобы избежать возможных споров с ведомствами. В этой истории мы с вами сталкиваемся с важным юридическим принципом, на котором строится социальная система Германии. Существует такое четкое разграничение между двумя понятиями – имущество и доход. К первой категории относится все, что было накоплено до обращения за государственной поддержкой. Ко второй – это любые средства, поступающие в период получения пособия. Ситуация пары из Берлина заключалась в том, что сотрудники Центра занятости Джоб-центра классифицировали внесение наличных через банкомат как новый совершенно доход. В подобных случаях применяется формальный подход. Если средства поступают на счет в текущий период, они могут рассматриваться как актуальный доход. Соответственно, наличие таких поступлений может повлиять на право получения помощи. В результате ведомство произвело перерасчет и направило требования о возврате этих денег. Супруги попытались объяснить ситуацию тем, что речь идет о ранее накопленных средствах, которые хранились, скажем так, наличными и были внесены на счет позже. Однако ключевым моментом стало заполнение первичного заявления на пособие, где было указано отсутствие имущества. Суд рассмотрел это дело с формально-правовой точки зрения. Если на момент подачи заявления заявлено было отсутствие имущества, то последующие поступления без документального подтверждения их происхождения могут рассматриваться как ваш дополнительный доход. В данном случае суд поддержал позицию ведомства Джоб-центра, указав на несоответствие между заявленными данными и фактическими финансовыми операциями. Такая ситуация может квалифицироваться как неправомерное получение выплат. Важно также понимать, что устное объяснение без подтверждающих вами документов, как правило, не учитывается совсем. Если бы средства были задекларированы заранее как допустимое имущество, то есть сумма, разрешенная к хранению при получении пособия, подобных вопросов могло бы не возникнуть. Поэтому при взаимодействии с государственными органами особое значение имеет точность и полнота предоставляемой информации на этапе подачи ваших документов. И сейчас мы с вами подошли к одному из ключевых юридических принципов немецкой социальной системы. Это бремя доказывания лежит на получателе выплат. В немецком праве это называется Beweislast. Суть в следующем. Получатель обязан подтвердить свою нуждаемость. Если появляется неидентифицированное поступление, ведомства могут учитывать их при расчете пособия, если их происхождение не подтверждено документально. Соответственно, суд в Берлине отметил, что в подобных ситуациях ведомство вправе приостановить выплаты до выяснения обстоятельств. В рассматриваемом случае суд ограничился требованием о частичном возврате средств, однако в отдельных ситуациях подобные дела могут рассматриваться в более серьезной правовой плоскости, включая проверку на предмет неправомерного получения вами выплат. Чтобы избежать длительных разбирательств, важно соблюдать базовые правила финансовой осторожности при получении пособий. Один из распространенных советов специалистов – это внимательно относиться к операции по внесению вами наличных через банкомат. Такие операции все фиксируются в банковской системе и могут учитываться при проверке со стороны ведомств. Логика здесь следующая. Любые поступления на счет рассматриваются как финансовые операции, требующие при необходимости документального подтверждения. Но пока наличные средства находятся вне банковской системы, они не отражаются в движении по счету. Однако при внесении, соответственно, становятся частью официальной вашей финансовой истории. Поэтому важно заранее учитывать, что любые поступления, включая подарки или разовые сделки, при необходимости должны быть подтверждены документально. Если сравнить с работающими гражданами, их доходы уже проходят через официальную отчетность. В случае получения социальной помощи требования к прозрачности финансовых операций становятся еще выше. Это означает, что любые поступления на счет могут учитываться при оценке права на выплаты. Поэтому основное правило – заранее продумывать
финансовые операции и при необходимости сохранять подтверждающие документы, чтобы избежать возможных вопросов со стороны ведомств. Если вы все же решили положить, скажем так, деньги на карту, вашим главным инструментом защиты станет документальное подтверждение также. В немецком делопроизводстве устные объяснения, как правило, я сказал, требуют письменного подтверждения. Если вы получили подарок на юбилей, например, или знакомый вернул вам старый долг, это желательно оформить как дарение или как возврат займа. Даже при продаже тех же личных вещей, например, старого велосипеда, или телефона через интернет-площадки, важно сохранять те скриншоты ваших объявлений и переписку, например, с покупателем. С юридической точки зрения это не считается вашей прибылью, а может рассматриваться как просто изменение формы имущества. То есть была вещь, стали деньги. При этом общий объем имущества у вас не увеличился. Однако без подтверждающих документов обосновать это в ведомстве может быть затруднительно. Вот в чем вопрос. В таких случаях поступления без ясного происхождения могут учитываться как ваш доход, еще раз говорю, при расчете пособия. И здесь мы с вами подходим к важному моменту – последовательности в предоставлении информации. В Германии используется понятие доверия к заявителю. Если при подаче заявления указано отсутствие сбережений, а позже все-таки появляются значительные внесения наличных, это может вызвать дополнительные вопросы со стороны ведомств. Соответственно, в подобных ситуациях речь может идти о несоответствии данных, указанных при подаче вами заявления. И важно помнить, что центр занятости действует в рамках установленных процедур. Если финансовая ситуация ваша изменилась, например, был возвращен старый долг, как я говорил, рекомендуется своевременно уведомить об этом. В юридической практике это называется обязанностью сообщить об изменениях. Лучше самостоятельно направить какое-либо краткое уведомление с вашими пояснениями и подтверждающими документами, чем ждать плановой проверки. В практике социальных судов своевременное уведомление и наличие документов учитывается при рассмотрении подобных ситуаций. Это поможет вам снизить риск дополнительных вопросов и ускоряет процесс проверки. Перед тем, как отправить банковские выписки в ведомство, рекомендуется провести их личную проверку. Просмотрите. Не стоит передавать документы без просмотра. Лучше выделить время и изучить каждую операцию с позиции проверяющего. Если вы видите поступление, которое может вызвать вопросы, имеет смысл сразу приложить к нему короткое письменное пояснение. Например, если родственник вам подарил деньги на покупку, можно приложить простую расписку. Как правило, заранее предоставленные пояснения помогают избежать тех дополнительных запросов и ускоряют процесс проверки. Также важно избегать путаницы между собственными счетами. Если вы переводите средства, например, со своей сберкнижки на карту для оплаты коммунальных услуг, для вас это внутреннее перемещение средств, а не доход. Однако центр занятости без пояснений может учитывать это как отдельное поступление. Чтобы снизить вероятность дополнительных вопросов, рекомендуется указывать в назначении платежа, что это перевод между собственными счетами. Такая мера помогает сократить риск недоразумений и лишних проверок. Если же вы сталкиваетесь с нестандартной ситуацией и сомневаетесь, как корректно поступить, например, при получении крупного подарка или внесении наличных, лучше обратиться за консультацией. В Германии работают консультационные центры и социальные службы, где можно получить разъяснения по подобным вопросам. Своевременное обращение к специалисту помогает избежать ошибок и лучше ориентироваться в требованиях законодательства. На этом у меня на сегодня все. Внимательно относитесь к своим банковским операциям, учитывайте возможные требования к подтверждению поступлений и помните, при получении социальной помощи важна прозрачность финансовых действий и корректное оформление документов. Спасибо за просмотр.